Итак, 8 декабря, воскресенье. И с вами угадайте кто? Правильно, Руслан Левиев. Подводим очередные итоги недели. На прошедшей неделе вооруженные силы Украины смогли показать два успешных небольших продвижения. Первое касается Временского выступа, атаки на поселок Великая Новоселка. Еще в конце прошлой недели российские войска сформировали такое условное полуокружение поселка, продвинувшись в сторону села Новый Комар и захватив его. Это был очередной пример той самой тактики тонких вклинений, про которую я рассказывал на прошлой сводке. Однако долго они там не продержались. Военнослужащие из 48-й отдельной штурмовой бригады, 31-й и 23-й механизированной бригады ВСУ выбили российскую пехоту из села и снова взяли его под свой контроль. Чуть южнее Великой Новоселки российские подразделения захватили поселок Благодатное. Но там это не было тактикой тонких вклинений. Там как раз-таки к поселку подошли широким фронтом. К тому же обороне позиции в этом поселке ВСУ мешала водная преграда в виде реки Мокрые Елы. Второе успешное продвижение украинских войск на этой неделе касается Харьковской области, Купянского направления. Ровно неделю назад российские подразделения сформировали два плацдарма на правом, то есть западном берегу реки Оскол. Один в районе села Новомлынск, а второй чуть западнее села Масютовка. Предполагалось, что это облегчит российским войскам задачу по атаке на город Купянск, который разделен на две части рекой Оскол. Ведь пока что российские войска могут подбираться к этому важному логистическому пункту только с одного, левого, то есть восточного берега реки. Однако и на этом направлении российские позиции продержались недолго. Уже к середине недели оба плацдарма были ликвидированы и зачищены. В долине реки Сухие Елы, южнее Курахова, медленно продвигаются российские войска. За 3 недели им так до сих пор и не удалось сомкнуть окружение, соединив свои позиции между селами Дальнее и Константинопольское. К нынешнему моменту они только немного продвинулись еще до села Успеновка. В итоге коридор сузился до 3 километров. Говоря фразу наподобие «до сих пор не сомкнули», я пытаюсь показать, насколько переменчива тенденция в этой войне. Вспомните, когда 3 недели назад только начала вырисовываться ситуация с долиной реки Сухие Елы, как я говорил в сводке, ВСУ придется оперативно перебрасывать резервы. Ситуация очень динамичная, наверное, будут выводить свои подразделения. Спустя 3 недели карман все еще не закрыт. Пару недель назад я начал говорить про активизацию направления на Временском выступе, атаки на Великую Новоселку. Как быстро продвигаются там российские войска. И вот снова резкое замедление по сравнению с предыдущим темпом. Сейчас вот снова оживилось Покровское направление. Там российские войска продолжают двигаться вдоль железнодорожной ветки, идущей со стороны Селидова в сторону Покровска. Они захватили поселок Новопустынка, атаковали село Новотроицкое и зашли в поселок Шевченко. Шевченко – это не то, что прямо окраина Покровска, но уже близко к тому. Снова вернулись фронтовые сводки упоминания города Часов-Яр. Спустя много месяцев боев на восточных окраинах города российские военные впервые добрались до основной части города, заняв позиции на территориях Часовьярского огнеупорного комбината. И то некоторые источники с украинской стороны оспаривают то, что российским военным удалось там закрепиться. Больше месяца назад у меня начали спрашивать: «Так чего там, северокорейские солдаты-то?» И весь месяц я отвечаю одно и то же. Заявления разных чиновников об их присутствии и участии есть, но на данный момент ни одного фото или видео, на которых мы ясно бы видели участие солдат КНДР в боях, мы не встречали. И кажется, с этими неуловимыми ситуация начала проясняться. В понедельник пресс-секретарь Пентагона заявил следующее. На данный момент мы не видели, чтобы северокорейские солдаты активно участвовали в наступательных боевых операциях на передовой. Однако нам известно, что во многих случаях они были интегрированы в российские подразделения. И мы осведомлены о сообщениях о том, что солдаты КНДР погибали в результате украинских ударов по российским объектам. У меня нет точных данных для вас, но в целом на данный момент мы не видели, чтобы солдаты КНДР участвовали в наступательных боевых действиях. Тем не менее, мы ожидаем, что в определенный момент это, скорее всего, произойдет. Что ж, это все объясняет. Похоже, что они сейчас действительно находятся в Курской области, но проходит оперативное слаживание с российскими подразделениями, чтобы научиться взаимодействовать на поле боя с учетом серьезного языкового барьера. Кстати, по поводу КНДР. В начале недели 3-я штурмовая бригада ВСУ заявила, что им удалось поразить северокорейский противотанковый ракетный комплекс семейства Пульсе. Произошло это, как они говорят, на рубежах Харьковщины. Полагаю, они имеют в виду территорию Белгородской области.
Именно на территории Шебекинского района Белгородской области еще в июле впервые был замечен этот комплекс. Плюс южнокорейская разведка тоже сообщала, что Северная Корея поставила России такие машины. Третья штурмовая показала и видео поражения, которое снято через тепловизор. Но там качество видео, 9 шакалов из 10. Так что ни подтвердить, ни опровергнуть их заявление я не могу. Это не бог весть какая крутая машина, но как еще один противотанковый ракетный комплекс она вполне полезна. Коллеги по сети могут со мной поспорить, но мне кажется, что противотанковые ракетные комплексы – это тот тип оружия, который может уйти в небытие. В 2022 году все мы много вспоминали джавелины, энлоу, стугны, корнеты, фаготы и многое другое. Со временем их заменили беспилотники, FPV-дроны, которые точно так же могут нести на себе кумулятивный снаряд, пробивающий броню. Да и за эти 2 с лишним года вы все видели кучу кадров, где колонны бронетехники уничтожаются с помощью беспилотников. Раньше это делалось в том числе с помощью тех самых джавелинов. При этом FPV-дроны намного дешевле выстрела ПТРК, намного проще в управлении и обучении использованию, и намного компактнее. Кто-то может сказать, погоди, дроны можно подавить глушилками, а противотанковый ракетный комплекс ты не заглушишь. Да, но теперь появились беспилотники на оптоволокне. То есть это буквально беспилотники, которые управляются не по радиоканалу, а по проводу. И таким проводным беспилотникам никакие глушилки не страшны. Не сомневаюсь, что противотанковые ракеты останутся как вооружение авиации. Например, противотанковый ракетный комплекс «Вихрь», который пускают российские вертолеты. Но вот переносной вариант подобного типа оружия под большим вопросом. Короче, я бы не вкладывался в его производство сейчас. Надеюсь, я уже забайтил вас на комменты, и где-то под роликом уже идут жаркие споры в духе «Джавелины круче», а стугны даже вертолеты сбивали. Будет интересно почитать. По поводу бронетехники мы можем с вами еще обсудить, почему боевая машина пехоты Брэдли считается лучшей боевой машиной в этой войне. Такое мнение сформировалось из-за того, что есть много примеров, когда эти БМП выдерживали множество ударов попаданий тех самых беспилотников. И не только сохраняли жизнь экипажу, но и даже продолжали движение вперед. Похожий пример мы видели на этой неделе из Курской области. Там российские дроноводы нашли застрявшую и брошенную Брэдли. Они нанесли по ней удары беспилотниками и заявили, что машина уничтожена. При этом они продемонстрировали результаты ударов, и там видно, что ущерб БМП причинен минимальный. Залог успеха в комплексе динамической защиты БРАТ. Это аббревиатура, которая расшифровывается как Bradley Reactive Armor Tiles, то есть реактивные броневые модули для Брэдли. Что такое динамическая защита? В случае Брэдли вы можете заметить ее в виде таких плиток, которые обложены борта и башни боевой машины. Панель динамической защиты состоит из 2 стальных или композитных пластин с прослойкой взрывчатого вещества между ними. Когда кумулятивная струя попадает в такую панель, взрывчатое вещество детонирует, и пластины резко отбрасываются навстречу струе. А это приводит к следующим эффектам: деформации кумулятивной струи прилетевшего боеприпаса, снижению кинетической энергии и плотности струи, а также к увеличению эффективной толщины брони, поскольку динамическая защита добавляет дополнительный активный слой брони. И вот у боевой машины Брэдли получилась очень эффективная динамическая защита. И в том числе поэтому Брэдли считают самой эффективной боевой машиной на этой войне. У российской и советской военной техники тоже есть свои комплексы динамической защиты. Они называются «Контакт». Вы на фотографиях их можете заметить в виде таких зеленых кирпичиков, которыми облеплены танки, а порой и другая техника. В интернете есть популярные мемы про флорков. Это такие мемные человечки, которые в форме ВСУ лепят на все подряд эти самые контакты. Комплекс «Контакт» настолько удачным не получился. И в том числе поэтому российская бронетехника не считается самой эффективной на этой войне. Еще по поводу защиты от беспилотников стоит отметить, пожалуй, компанию Frankenburg Technologies. Они собираются в наступающем году начать испытывать в реальной боевой обстановке разработанные ими зенитные ракеты против дронов, таких как «Шахеды». Проблема противостояния средств противовоздушной обороны против беспилотников заключается в том, что беспилотники очень дешевые. А, скажем так, обычные комплексы ПВО очень дорогие, с большими ракетами, сложные и долгие в производстве. И поэтому последние пару лет много компаний принялись разрабатывать небольшие, компактные и, главное, дешевые зенитные ракеты, которые как раз будут сфокусированы на борьбе против беспилотников. Чтобы сбитие условных 50 шахедов по цене выходило не сильно больше, чем производство и запуск этих 50 шахедов. Сейчас на каждой выставке военных технологий вы обязательно найдете чьи-нибудь подобные разработки.
Это перспективная отрасль, в которую вкладывают огромные суммы денег. Еще остается вопрос правильной идентификации беспилотников в воздухе. У обеих сторон в этой войне иногда происходит то, что называется огонь по своим. Когда, не разобравшись, сбивают свой же беспилотник. И похожий случай произошел на этой неделе у российских военных. Причем он произошел прямо во время съемок телерепортажа ВГТРК в Белгородской области. Там военнослужащие подразделения территориальной обороны заметили в воздухе разведывательный беспилотник и сбили его из ружей. И уже после публикации репортажа выяснилось, что это был беспилотник группы войск «Север» стоимостью в 10 миллионов рублей. Довольно про беспилотники. Давайте поговорим про людей. Война войной, а парады по расписанию. В начале недели появилась новость, что еще в прошлую субботу реактивными снарядами «Хаймарса» ударили по построению десантников в Курской области. Вы, наверное, спросите, они идиоты, что ли? В потенциальной зоне прилетов «Хаймарса» построение проводить? Совсем ничему не учатся? Не, ну а как не провести построение, если день рождения бригады? В частности, 83-я отдельная 10-я штурмовая бригада ВДВ РФ была образована 29 ноября 1986 года. Телеграм-канал ВЧК ГПУ сообщает про 12 погибших военных, из которых 4 – это офицеры, а также про 25 раненых. Сделают ли после этого выводы российские военные по поводу построения в опасной зоне? Уверен, что нет. Не в первый раз все-таки. Издание «Медуза» проанализировало отчет по исполнению федерального бюджета за третий квартал этого года. В таких отчетах можно найти данные о тратах федерального бюджета на единовременные выплаты военнослужащим, проходящим службу по контракту. А зная сумму этой выплаты, можно разделить одно на другое и сделать вывод о темпе набора людей на войну за отчетный период. По расчетам «Медузы» у них получилось от 40 до 50 тысяч человек за третий квартал. Ну, то есть июль, август, сентябрь. И это получается от 13 до 17 тысяч человек в месяц, что сильно меньше показателей первого и второго квартала. Но проблема в том, что как раз в июле Путин изменил сумму выплаты со 195 тысяч до 400 тысяч рублей. И это уже вносит свои неточности, потому что ведь мы знаем только общую сумму трат федерального бюджета на выплаты. Мы не знаем, какая часть этой суммы пошла на выплаты по 195 тысяч, а какая на выплаты по 400 тысяч. Более надежные данные будут за четвертый, последний квартал этого года. Но данные по расходам за четвертый квартал опубликуют где-то в феврале. Мы все эти не можем прямо сейчас как-то с цифрами на руках опровергнуть выводы «Медузы», однако то, что мы видим на линии фронта, никак не стыкуется с такими результатами анализа. Если еще с июля темп набора так упал, то мы бы точно увидели изменения по линии фронта. Тем временем Россия не только не замедляется, наоборот, весь октябрь и ноябрь вы могли видеть много статей о рекордных темпах продвижения российских войск на фронте. Поэтому, честно скажу, мы не уверены в выводах «Медузы». Но опровергнуть их с другими цифрами пока не можем. Поговорим немножечко про Сирию. После почти 2 недель наступления антиасадитских сил режим Башара Асада окончательно пал. Сам бывший правитель Сирии покинул столицу. Семья Асада правила страной 54 года. Он виновен в большом количестве военных преступлений против собственного народа. На протяжении нескольких лет мы участвовали в разных расследованиях о том, как он применял химическое оружие, такое как зарин или хлор, против мирных граждан. Так что по делам ему, как говорится. Но с другой стороны, не обольщайтесь наступающими силами. Главная движущая сила антиасадитского движения прямо сейчас – группировка Хаят Тахрир аш-Шам, которая признана террористической в США, Европе, России и Турции. Это не та вооруженная оппозиция, которая была в 13, 14 и 15 годах. Более того, в ходе своего становления и закрепления на территориях боевики Хаят Тахрир аш-Шам перебили немало таких оппозиционных группировок. На юге Сирии, в провинции Дара, прямо сейчас снова обрели силу, в том числе именно оппозиционные группировки. Но, очевидно, все равно будущее Сирии будут определять не они, а Абу Мухаммад Аль-Джулани, террорист, за голову которого Госдепом назначена награда в 10 миллионов долларов. Не подумайте, что я как-то защищаю Асада или его режим. Ни в коем случае, нет. Асад заслуживает пожизненного имха. Просто хочу внести некоторую ясность, что нынешняя Сирия – это не Сирия образца 15-16 года, во время начала российской операции. Много разговоров идет по поводу российских баз в Тартусе и Хмеймии. Мы не считаем, что прямо сейчас этим российским базам что-то угрожает. Хаят Тахрир аш-Шам сейчас сконцентрированы именно на правительственных войсках, и удары российской авиации им сейчас как слону дробинка. В сторону Латакии, где находятся российские базы, антиасадитские силы пока не двигаются.
Кстати, в начале недели по интернету разлетался копиум, что якобы российский флот бежит со своей базы в Тартусе, потому что боевики захватили несколько установок реактивной системы залпового огня. Я сразу сказал, что это бред. Никто из-за этого не будет эвакуировать базы. Флот просто отправился на учение. И был прав, потому что мы видим по спутниковым снимкам сейчас, что флот уже вернулся в Тартус. Тем не менее, база ВМФ в Тартусе и авиабаза в Мемиме для Путина, безусловно, очень важны. Если все же возникнет опасность для них, то я вполне могу представить себе ситуацию, что с какого-то из направлений могут снять небольшую часть сил, чтобы отправить их в Сирию, выстраивать оборонительные позиции вдоль горного массива Латакии. Хотя если делать так, то делать надо уже сейчас, ибо логистика долгая. Плюс также я могу представить себе ситуацию, как Путин о чем-то договорится с Эрдоганом, и тот вынудит Хаят Тахрир аш-Шам не наступать в сторону Латакии. Это Ближний Восток. Тут возможны даже самые невероятные союзы. Короче, не стоит бежать с выводами, что российские военные там уже собирают манатки, срочно эвакуируют технику и персонал. Из центра Сирии – да. Но вот Латакии, точнее российским базам в ней, прямой угрозы прямо сейчас нету. Вот такие новости у нас были на этой неделе. Встретимся с вами, как всегда, в следующие выходные. До встречи и пока.